Мгм. Так. Ага, в эфире. Хорошо. Так. Так, где оно у меня? Вот оно у меня. Так, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас 29. Так, звук нафиг. Сегодня у нас 29 февраля, что бывает не так уж и часто, да? Каждые 4 года всего-навсего. Так, ну, пока народ подтягивается, пока, значит, еще никого нету. Так, это у нас закрыть сообщения. Так, все сообщения. Мгм. Так, пока суть до дела, тогда, значит, пару новостей и как раз тут ответ. Вопрос пришел такой. Так, в Ютубе в комментариях, да. Вот спрашивают про такое набирающее популярность среди мужчин мужское движение. Вот. Его представители призывают мужчин не вестись на женские манипуляции, выстраивать правильную иерархию в отношениях с женщинами. С другой стороны, это движение отрицает институт брака и семьи вообще, особенно в российских политико-юридических реалиях. Мол, законы в РФ такие, да, что делают из мужчин тряпок и так далее. Смотрите, в общем-то, достаточно просто разбираться в этих вещах самому. Как только вы находите кого-то, кто призывает к какому-то радикализму, вот, то есть к какой-то крайности, из одной крайности в другую, значит, это говорит о том, что вы имеете, как это, вы имеете дело с чем-то искусственным или фанатичным. То есть уже есть признак секты, вот, либо специально, значит, чего-то, ну, неважно. В общем, есть признак секты. Все. У нас были плоскоземельщики, например, в последнее время они затихли, последний год их уже практически не слышно, потому что прошлым летом они должны были съездить, отправляли экспедицию в Антарктиду, чтобы всем доказать, значит, да, съездить там за край земли, заглянуть, убедились, что это просто материк. Заглохли. Вот. Значит, все то же самое вот с этим явлением, оно призвано действительно разрушить институт семьи. Вот. Всего-навсего. Всего-навсего. Дестабилизация в России идет по всем подряд направлениям, даже самым неожиданным. Вот. Заметьте, вот мой канал, он практически не поддерживается Ютубом никак. Вот. А каналы вот этих вот товарищей, они очень интересно так поддерживаются, значит, Гуглом, Ютубом. Вот. Всем пихаются, значит, для просмотра там и так далее и тому подобное. Да. То есть административный ресурс используется. Так. Дальше. Так, кто у нас уже пришел, кто у нас не пришел. Так, да, всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Кто пришел. Так, значит, и сегодня немножко поржал, когда читал, значит, новости. Это что-то с чем-то. Значит, как обычно, в журналисты набирают все-таки людей более-менее как-то, значит, информированных. Да. Но то, что вот здесь вот они формулируют, это, блин, прям что-то с чем-то. Да.
Значит, статья про то, что про ксенофобию древнюю. Ксенофобия времен неолита. Да. Там, значит, нашли в испанских Пиренеях каких-то выходцев неместных со следами насильственной смерти. И на основе этого, значит, уже построили гипотезу, что это мигранты. Они пришли в Пиренеи с Ближнего Востока. Ну, понятно, да, как сейчас. 7000 лет назад. И были убиты местными в результате зверского нападения. Офигеть. Кости были обнаружены в самых глубоких отложениях пещерного комплекса. Там и так далее и тому подобное. Да, у всех взрослых были смертельные раны от стрел. Да, взрослые дети после смерти получили тупые травмы головы, рук и ног. Дальше читаю. Как показал анализ ДНК, мигранты были первой волной переселенцев, которые, в отличие от местных охотников-собирателей, уже могли обладать навыками ведения сельского хозяйства. Кто бы мне объяснил, каким образом на основе ДНК они определили, что вот эти уже умели пахать, держать в руках лопату, а вот эти вот не умели. Это ядрить-мадрить. Да. Ну и сразу вот это вот подтягивание в нужном, так сказать, ключе под ксенофобию, оно вообще, конечно, дико поражает. Можно подумать, кто-то, значит, отменил каннибализм, например, за это убивали всегда, причем достаточно жестоко. Вот. Кто-то отменил в древние времена такую вещь, как бродяг, которые, значит, воруют там, что попало делают. У нас цыгане давно перевелись вот в том виде, в каком я их еще в детстве знал. И в моем детстве были еще бродячие цыгане. Они еще ходили, становились табором. Вот. Если они вставали где-то возле какого-то города, там начинались кражи, в том числе, значит, дети начинали пропадать так достаточно активно. Да, это было. Ну, и они перевелись-то только в 90-е осели. Потому что в условиях 90-х бродить стало, ну, так, сложно достаточно. Вот. Постреливали уже, знаете ли. Да. То есть все, по анализу ДНК уже определили все, что можно. Это показатель просто деградации науки. Дальше. Прародительница жаворонков найдена в вечной мерзлоте. Это новости официальные, ребят. Значит, так, где оно? Когда сибирские охотники за бивнями мамонта обнаружили в снегу эту печушку, она выглядела так, словно околела только вчера. По счастью, вместе с охотниками в таежную экспедицию отправился профессор эволюционной генетики из Стокгольма Луве Дален, который сразу понял, что птичка эта непростая. Птица была в великолепном состоянии. То есть, для начала, еще раз, кость мамонта добывают нифига не в тайге, добывают на Чукотке. То есть, уже там, где тундра, вечная мерзлота и так далее. Вот. Дальше. То есть, уже наврали. Ладно. Птица была в великолепном состоянии, писал профессор. Это удивительная находка, потому что там мелкие животные и птицы после гибели сохраняются очень редко из-за падальщиков быстрого процесса разложения. Да. Радиоуглеродный анализ показал, что птичка жила 46 тысяч лет назад. То есть, вот она жила 46 тысяч лет назад, потом упала, бамц, и все. И замерзла. Ну, потому что, наверное, начался ледниковый период. И именно от этого она замерзла, да? Только единственное, что по данным этой самой науки, последний ледниковый период начался где-то в период 10-13 тысяч лет назад. Какие 46 тысяч лет? Хрен его знает. Как она в снегу оказалась, тоже непонятно. Если она должна быть именно там в глубине, значит, во льду и так далее. И не дай боже,
не дай боже, значит, этот лед, то бишь замерзшая вода, был грязным, начинается процесс окаменения, то есть замещение органики неорганикой. Вот. Процесс окаменения происходит достаточно быстро на самом деле. В некоторых случаях достаточно десятков лет для того, чтобы какая-то вещь, попавшая в неорганическую среду, вот, окаменела. Нескольких десятков лет. При этом, соответственно, радиоуглеродный анализ показывает там миллионы лет. Ну, просто потому что, да, этим самым минералам, да, им миллионы лет. Как положено. Угу. То есть наука сама себе противоречит в полный рост. Вот. Геологи очень четко говорят, что не может вот быть такого, чтобы там несколько десятков тысяч лет прошло и все это хозяйство не окаменело. Вот. Самое смешное, что палеонтологи, вот, любители, там, геологи, любители, значит, они находят даже, ну, действительно, окаменевшее дерьмо. Оно и выглядит, соответственно, вот как какашка. Единственное, что, значит, оно окаменевшее, да, потому что минерализация происходит достаточно быстро всего этого хозяйства. Но вот такие вот вещи уже нам так достаточно активно пишут в новостях. То есть система образования деградировала, причем деградировала качественно. В результате этой деградации у нас журналисты теперь тоже деградированные. Вот. И я так понимаю, наука туда же, она у нас это. Все. Окончательно. Так. Так. Сейчас, секунду, господа. Сейчас, господа, буквально 5 секунд. Да. Секунд, секунд. И еще немножко. Если налью минералочки. Вот. Так, как можно устранить опустившиеся десна? Вылечить их, если коротко. Подробнее это я уже отвечал, рассказывал, уже было, по-моему, и не на одном стриме. Так, как бороться с облысением? Практически никак. Естественным образом. За исключением там некоторых случаев, когда облысение происходит из-за клеща. Там еще что-то можно сделать. Так, сорта дерьма разбирать не будем. Ладно. Как и скажете. Так. Что у нас еще интересного в мире происходит? Турция в очередной раз собралась воевать с Россией. Вот. Да. В принципе, как бы это было ожидаемо после того, как вдруг начались какие-то сближения с Турцией. В общем-то, это было прогнозируемо. Когда у нас турки начали вести себя, в общем-то, скромно, по-моему, сразу после того, как Хрущев предложил организовать там парочку новых проливов, вот, при помощи нового геологического инструмента, испытанного на новой земле. После этого турки успокоились. Вот. Да. А так, турки по жизни, значит, видят в России, во-первых, врага, потому что, первое, значит, Россия выпнула их с Крыма в свое время, и достаточно регулярно это делала, и регулярно турки туда лезли. Раз. Россия выпнула их в свое время, значит, с территории Болгарии. Россия не дает туркам, значит, распространиться до Каспия и соединиться с Азербайджаном
в результате чего наши войска стоят все время в Армении, вот, особенно сейчас, да, отсюда все вот эти вот конфликты в Нагорном Карабахе, абсолютно искусственно раздуваемые, значит, типа это вот территория, блин, чья территория? Так-то, значит, дерутся между собой армяне и азербайджанцы, да, но на эту территорию на самом деле претендует Турция, всего-навсего. Ей нужна нефть, вот, бакинская. Опять же, значит, Россия не дает это сделать. Опять же, в свое время, значит, Россия выпнула к чертовой матери Турцию из Грузии. Вот. То есть, Россия всегда была для Турции врагом. Это раз. И источником наживы, потому что Турция всегда использовалась Англией, например, в качестве, значит, такого тарана против России. Соответственно, Турция всегда достаточно умело торговалась, то есть у нее был большой такой опыт для того, чтобы, большой период для того, чтобы получить хороший, качественный опыт в торговле с Западом за вот эти вот все, значит, вещи с Россией. Сейчас вся та же самая фигня. Как только, значит, начались какие-то терки в Сирии, Турция мгновенно поскакала в НАТО. Вот, что-то там консультироваться, советоваться, ну, а те, соответственно, и рады совершенно. Да. Зрение у меня нормальное, в принципе. Зрение у меня нормальное. Стрелять не мешает, что характерно. Так. Ну и последние новости, соответственно, значит, что у нас там? Вирус бегает. Коронавирус, да? По последним данным, получается так, что смертность от него ниже, чем от обычного гриппа. Раз. Заболеваемость от него ниже, чем от обычного гриппа. Два. Среди заболевших практически нет курящих. 3. Ну и становится очень интересно. Вот. Какую же все-таки выгоду из этого всего хозяйства собираются получить правительства? Ну, судя по всему, это, так сказать, новый продукт, который сейчас старательно впаривают налогоплательщикам. Да. Что рассказывать про кардицепс? Грипп, да, обладает какими-то, значит, заявленными свойствами. При этом надо понимать, что этот грипп должен быть использован в, скажем так, приготовленном виде. То есть гриб должен быть инактивирован, он должен быть дохлый. Вот. Некоторое время назад был такой неописуемый случай с этим кардицепсом. Это ж не первый раз возникает вся эта фигня с ним. Вот. Его начали распространять по побережью Черного моря, значит, на Кубани, вот, в Краснодарском крае. И у людей поперли грибы на носу. Вот реально, как бабу-ягу рисуют с поганками на носу. Вот все то же самое было. Из спор начали расти грибы. Да. Об этом, естественно, значит, вслух так особо не рассказывали, чтобы население не пугать. Прошло это все само собой. После того, как, значит, взяли за жопу тех, кто этот самый кардицепс распространял, вот, после прекращения распространения прекратилось распространение этой заразы. Вот, те, кто заполучил плантацию грибов на морде лица,
избавились от этого в течение там от полугода до нескольких лет. Вот. Так вот само прошло. Как-то так. Последствий особых не было, кроме вот таких вот косметических, да, потому что грибы, они склонны расти достаточно быстро, вот, ну и все это дело еще и чесалось. Собственно, вот таким вот образом. С тех пор, лично я как-то к этому кардицепсу отношусь, так знаете, с некоторым подозрением, вот. Так. Так, расскажите, почему не прикрутите полоску для донатов? Вижу, что есть кнопка «Поддержать», но удобнее было бы задать вам вопрос и поддержать. Ну, значит, тут дело-то штука такая. Меня администратор все уговаривает, значит, вебку купить для стримов. Вот. А у меня что-то как-то жаба все душит вебку покупать, блин, специально для стримов. Вот, так-то я веду, значит, вот у меня телефон передо мной работает в качестве камеры. Значит, да, кстати, надо яркость уменьшить, а то опять стекла бликуют. О, так лучше. Значит, вот у меня телефон в качестве камеры сейчас работает. И все. Ну и плюс компьютер перед глазами. Значит, ноут. Отдельно вебки у меня как бы для этих вещей нет. Соответственно, для того, чтобы были вот эти вот все вот электронные приблуды, это надо вебку на ноут вести, соответственно, значит, непосредственно с ноутбука трансляцию, там через какую-то программу, соответственно, хитрую надо вот это вот все делать. И там в этой программе можно прикрутить уже вот эту вот кнопку, полоску там и так далее и тому подобное. Я пока что-то до этого хозяйства никак не доберусь. Вот. То ли не досуг, то ли не с руки. Как-то так. Вот. По большому счету, кто хочет поддержать, ну, в общем-то, кнопка есть. Тому, кто хочет, отсутствие специальной полоски не мешает. Да. Так, чага. Нет, чага не из этой оберы. Чага это чуть-чуть другое все-таки. Не столь агрессивное. Вот. Опять же, чагу вы берете, готовите. Заваривается как минимум, да, как чай там варится. Вот. Так. Стоит ли принимать БАД на основе кардицепса? Это вам решать, смотреть, как я вам могу сказать. Стоит принимать, не стоит принимать. Вот. БАДы, они разные бывают. И не все БАДы одинаково полезны, что называется. Вот в чем дело. Так. Только надумала бросить курить. Ну, да. Да. Есть такая штука. Красный женьшень или женьшень, сколько можно применять, могут ли они спровоцировать опухоли? Нет у меня такой информации, значит, что провоцирует. Но, еще раз, женьшень это такая очень сильно распиаренная штука. Ну, очень сильно распиаренная штука. Вот. На самом деле, для того, чтобы получить какой-то результат в нынешних микробиологических условиях, ой, это надо быть либо, ну, совсем больным человеком и больше ничего не принимать, либо наоборот, значит, очень здоровым, чтобы что-то как-то почувствовать. Значит, одно время точно так же женьшень пиарили как средство, значит, для потенции, в результате чего появилась очень качественная такая мудрость, значит, как правильно применять женьшень при, значит, половом бессилии. Надо выбрать корень попрямее, вымыть его и прикрутить покрепче. Вот, тогда поможет. Все. Так.
Ваше мнение о приеме пользы каолиновой и кыштымской глины для организма? Ну, еще раз, значит, белая или голубая, значит, глина достаточно мощный абсорбент, вот, причем неплохого такого избирательного действия, вот, и некоторым, да, помогает, некоторым помогает. Происходит одна простая штука. Кишечник. Происходит абсорбация токсинов в кишечнике. Просто-напросто. Часть токсинов, которые оттуда всасывается в кровь, блокируется, да, соответственно, уже не всасывается. А в толстом кишечнике, наоборот, активнее вытягиваются токсины из венозного кровотока. За счет этого все улучшения-то идут, по большому счету. Все. Но с той же самой точки зрения, да, вы пошли в аптеку, взяли там тиосульфата натрия, например, стоит копейки, продается в аптеке, качество как бы понятное, ну вот, результат такой же, собственно. А так, да, сейчас в интернете двигается все подряд. Так, маркетинг, однако. Говорят, чайный гриб вреден. Ну, учитывая, что чайный гриб молочную кислоту, значит, производит, то да, это не есть хорошо, собственно. Так. Здравствуйте, золотая серединка. Здравствуйте, Маша, да. Так. Люголь не запускает процесс детоксикации в организме никаким местом. Еще раз, почитайте состав люголя. Что там из детоксикаторов? Ничего. Там у нас в основе йод и какие-то, значит, связывающие добавки. Все. Предназначен для того, чтобы горло смазывать, инфекцию убивать. Всего-навсего. Единственное, значит, вот есть у нас юдинол, да, там, значит, тот же самый йод, но он в синем, так сказать, виде, связанном, органическом там и так далее. Поливиниловым спиртом его, значит, связали. Здесь, соответственно, йод в люголе связан другими веществами. Все, ничего там не запускает процесс детоксикации. Так. Так, да, всем здравствуйте, кто еще пришел. Так, как лечить рефлюкс? Есть у меня материал по рефлюксу. В принципе, на сайте лежит. На сайте лежит. Значит, в первую очередь надо смотреть, что там с 12-перстной кишкой. Вот, обычно там возникает некоторая непроходимость, просто-напросто. В результате чего содержимое, обработанное кислотами желудка, не в состоянии нормально, значит, опуститься. Вот, надо смотреть причины. Так, насколько эффективна поза льва при ангине? Не знаю, ребята, вот это я не пробовал такие вещи. Вот. Не пробовал. Кому-то помогает, кому-то нет. Так, клюква болотная окисляет или ощелачивает? Про окисление, защелачивание у меня отдельное видео есть. Перестаньте заморачиваться ерундой. Вот. Закислиться можно в том случае, если много, очень много, едите именно, значит, что-нибудь с уксусом. Вот, клюквы много, так, чтобы закислиться вы съесть не сможете, почки начинают орать раньше. Вот. Понятно, да? Болеть начинают. Не заморачивайтесь этой темой. В принципе, у организма столько, как сказать, механизмов для поддержания нужного pH, вот, что там сдвинуть вот это вот хозяйство крайне сложно в какую-то сторону. Крайне сложно. Наша микрофлора все это дело регулирует.
Кишечник он длинный. Так, показательная история с баней сухим льдом. Да, есть такая штука, значит, малолетняя дура бахнула, сколько там, порядка 30 килограмм, она бахнула в этот бассейн этого сухого льда, идиотка. Вот, все, в результате погибли люди. Ну, как говорится, мозга нет, считай калека, да. В принципе, вот этот вопрос решается одним из двух способов. Способ первый – наладить образование обратно. Значит, способ второй – за подобные вещи физически откручивать голову тому, кто накосячил, да. То есть ввести правило око за око. После этого, значит, дебилов, которые не думают собственной головой перед тем, как что-то сделать, будет значительно меньше, начнут опасаться за собственную жизнь. Вот. Да. Вот вы знаете, значит, мне отсюда не видно, что у вас там какая шишка, что там случилось. Если вы придете ко мне на консультацию с официальным диагнозом, вот, то да, наверное, можно будет подумать, что с этим всем хозяйством сделать, что к этому привело. Но вот так вот, а у меня здесь, а я должен, значит, гадать, да, как бабочка на лавочке. Так. Как лечить витилиго? На консультацию. Так, дыхание по бутейка. Уже рассказывал. Значит, тем, кто помогает, 5%. Остальным наоборот. Так, подскажите иммуномодулирующее средство. Корень молочая палласа. Оптимальный вариант настойка корня молочая палласа на сайте ferran.rf. Только, блин, еще раз, ferran.rf. Русскими буквами. Не латиницей .ру, а русскими буквами ferran.rf. Вот у них, как минимум, этот настойка молочая палласа есть. Сделанная правильно. Так. Это да, природное средство. Так. Так. Как попасть на консультацию? На сайте есть такая волшебная зеленая кнопка слева. Как заходите на главной странице слева, смотрите. Вот. Там консультация написана. Ниже, значит, еще одна кнопка отзывы. Вот. Так, кое-как образумил товарищи, теперь не считает худший коммунизм, идеология страшных сионистов с Нибиру. Вот, значит, кто у нас сейчас тут из выдающихся экономистов есть в России? Кто у нас есть? Хазин. Кто у нас? Коль, подскажи, кто у нас там сейчас в текущий момент из таких качественных ведущих экономистов присутствует? Ну, в общем, так, Делягин каким-то образом, но он не столь такой вот, просто хороший экономист. Ну, а в Российской империи был, значит, такой ведущий экономист Ульянов Владимир Ильич. Качественный экономист, именно что. Выдающийся экономист, отмеченный в Российской империи, да, который, занимаясь экономикой как наукой, вывел определенные закономерности, определенные вещи, вот, и
Соответственно, на этих закономерностях, на том, что сформулировал Владимир Ильич, был построен, подобие социализма было построено, да, потому что Иосиф Виссарионович говорил, что тот экономический строй, который получился в молодой советской России, это не социализм. Это что-то приближающееся, но это не социализм, это не социалистическая экономика. На самом деле еще была. Вот. Если что, сейчас предприятий малого и среднего бизнеса значительно меньше, чем было при Сталине. Ядрить-мадрить. Что характерно. Вот. Кстати говоря, на тему демократии и рыночной экономики. При Сталине существовала, значит, масса артелей, масса, значит, кооперативов, которые действительно что-то производили. Очень много ателье, почти подавляющее большинство ателье было частными. Было много частных ресторанов и магазинов, которые функционировали активно, в том числе и во время Великой Отечественной войны, что характерно. Вот. Была мысля, значит, прикрыть эти заведения, потому как, ёкарный бабай, люди живут, война кругом, да, люди получают продукты по карточкам, а тут кто-то рядом в магазине покупает за деньги. Там, правда, стоимость но тем не менее, все это хозяйство оставили функционировать по одной простой причине. Значит, это потому что только в анекдоте у нас получается такая штука, что, значит, да, большевики хотели, чтобы не было богатых. Вот, понимаете ли. Ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Вот смотрите. Допустим, возьмем летчика, да, времен войны. Он получал зарплату. Он получал надбавку, соответственно, значит, к этому окладу за звание, значит, за должность, за выслугу. Он получал премирование за сбитые самолеты. Он получал, соответственно, премии, когда получал награды. На сегодняшний день премия Героя Советского Союза, на нынешние деньги, это примерно 1,5 миллиона рублей. Вот. То есть к любой награде шла премия денежная. Зарплаты, соответственно, начислялись. На фронте вроде как деньги нафиг никому были не нужны. Потому что там материальное обеспечение шло по полной программе, да, вещевое довольствие, продуктовое и так далее. Значит, но деньги начислялись на счет. И когда человек ехал в отпуск, а он ехал в отпуск с фронта, он преспокойно получал денежный аттестат, по которому мог получить в любом отделении Сбербанка все причитающиеся ему деньги. Понятно, да? И вот этот человек приезжает, он получается достаточно обеспеченный, он хочет действительно ведь отдохнуть. Тебе, пожалуйста, за твои деньги. Вот тебе ресторан, вот тебе магазин, можешь там девушку одеть, накормить, значит, потанцевать и так далее. Вот чего. Так-то. Да. Поэтому коммунистов, значит, причислять к каким-то зверям как-то так-то вот не надо. Там было, очень, собственно, много интересного, правильного. Вот. И абсолютно реального. Надо отделять, скажем так, тот социализм, который строился Сталиным, например, да, от того социализма, который начал потом строить Хрущев. Вот это Хрущев в борьбе, так сказать, с нетрудовыми доходами, с нетрудовыми доходами. Вот он начал запрещать частные подворья, например. То есть у моего деда, он войну прошел, значит, пришел в офицерском звании с войны, работал, тоже, значит, в форме был, вот, работал, при этом
было приусадебное хозяйство, он держал кроликов, там больше 100 кроликов у него было, вот, соответственно, продавал мясо, выделывал и продавал шкурки кроличьи, вот, и да, значит, по указу Хрущева пришлось единомоментно забить всех кроликов, вот, и получилась такая хренотень, что не только ему это пришлось сделать, да, подобные вещи, и единомоментно на рынке образовалось, значит, абсолютный избыток мяса, вот, побочных продуктов животноводства, резко упали на это дело цены, вот, а потом, когда это мясо кончилось, началась его нехватка, потому что даже для себя держать нельзя было, вот в чем дело. Потому что, ну а как этот Хрущев будет определять, для себя человек держит или на продажу он все это делает, держит. Там столько глупостей, значит, этот, ой, придурок навытворял. Остается только за голову хвататься. Вот. Как-то так. Так, ладно, давайте вернемся к теме. Так, какое ваше мнение по поводу химтрейлов? Блин, тема-то уже прошла, уже успокоились с этим всем хозяйством. Так, занимаюсь спортом небольшим для себя. Хотелось бы узнать, как получить качественную мускулатуру, крепкие связки, что следовало бы делать спортсмену. Еще раз, лучше всего и самое оптимальное – это работать с собственным весом. Вот. То есть брусья, турник, отжимания, подтягивания. То есть гимнастика. Классическая гимнастика, которая была предтечей культуризма. Вот это самое простое, там достаточно сложно чего-то как-то себе напортачить. Вот. А укрепить запросто. Так, атеросклероз сосудов головного мозга. Что можете посоветовать, кроме коррекции питания, медикаментозной терапии? Так, на консультацию для начала. Для начала на консультацию. Будем разбираться, что и как. Так, большой капитал сжирает меньше, один из законов рынка. Ну да, все правильно, для начала. Так, где? Свободная конкуренция кончилась к 19 веку, как только образовалась буржуазный центр и все монополии. Ну, в том числе, да. В том числе подобные вещи. Это даже не закон рынка, это закон джунглей. Банально, закон выживания. Вот. Попались вчера червяки в апельсине. Да, тоже первый раз об таком слышу. Так. Яблони, другие деревья рубить пришлось. Да там штука такая, например. Вот все знают, да, Волгу 21, например. На базе 21 Волги был сделан универсал, значит, но особо почему-то в серию-то он не пошел, было очень мало их сделано. Но в первую очередь планировалось сделать универсал полноприводный. То есть требовалась машина для села и легкого бездорожья, потому что расстояние все-таки, страна достаточно большая, расстояния большие, сразу закатать все в асфальт было просто нереально. Это не малюсенькая Германия с ее плотностью, значит, населения, вот, на квадратный километр. Но, то есть и проект на заводе был проект на заводе, значит, все полноприводное, 21-я Волга с кузовом универсал, значит, там и куча модификаций, фургон и так далее. Хрущев все зарубил, не дал финансирования, потому он сказал, что, значит, будет рост нетрудовых доходов. Вот, он все время боролся с этими самыми нетрудовыми доходами, собственно.
В результате он же, значит, вынудил, перевел все вот эти вот производственные артели, отдал государству. Вот. То есть у нас артели занимались производством скобяных изделий, например, тех же самых гвоздей. Ну, что там, сложно, что ли, проволоку-то на гвозди нарубить. Вот. И так далее. То есть замки, ножи, ножницы, там, кастрюли, чайники, утюги. Такая вот бытовая, значит, мелочевка, она вся производилась частными артелями при Сталине. Лопаты там для снега, например, там вилы, оборудование такое вот мелкое, сельскохозяйственное там и так далее. Ручки, дверные шпингалеты, там крючочки вот эти вот, фурнитура там различная для мебели, для дверей. Но все это хозяйство отдали, значит, государству, да, участника забрали. Ну, там, да, и начался вот такой вот геморрой, когда, значит, что это у вас? Гвозди покупают? Нет, гвозди не покупают. У нас уже там девать на складе некуда этих гвозди. А что просят? Да лопаты для снега просят. Ну так ядрить Мадрид. На дворе зима, блин, конечно, лопаты для снега просят. Ну так давай делать лопаты. Все, начали делать лопаты. Новый финансовый год наступил. Начали делать лопаты. Пока развернули производство, пока, значит, наполнили склады. Ну, вот картина. В магазин заходишь, летом гвозди есть? Нету. Лопаты зато есть для снега, фанерные. Класс. Зимой заходишь, лопаты есть? Нету. Что есть? Гвозди зато есть. Изумительно, правильно? Вот. Вот такие перекосы, значит, именно оттуда пошли. Поэтому надо не огульно, что там социализм, коммунизм, там коммунисты и так далее что-то понаделали. Надо понимать, кто конкретно что накосячил. Вот. И бить-то, соответственно, по конкретной наглой рыжей морде. Вот. Все знают по какой. Да. Так, друг ездил в Таиланд, лечился от сахарного диабета. Выдавили яд ковры в стакан. Ради бога. Так. Частичный разрыв. На консультацию расскажете подробно, что там с травмой колена, потому что так не совсем понятно. Шили, не шили, в каком сейчас состоянии и так далее. Вообще, господа, еще раз, значит, не надо пытаться здесь получить бесплатную консультацию от меня. Халява до добра не доводит. Еще раз, не мне не жалко. Вы делать не будете. Потому что халява. Так, добавили в стакан, выпил, через сутки открылся понос, выходила слизь, темный кал. После некоторых процедур сахар нормализовался. Это были гельминты, да? Да. Да. Вопрос второй, что через некоторое время эту процедуру надо будет, видимо, повторить, потому что святое место пусто не бывает. Одни ушли, а другие, скорее всего, придут. Там, потому что постоянно жизненный цикл у этих гельминтов. Одни сидят в кишечнике, значит, в виде уже взрослых особей, другие в виде яиц, там же где-то в захоронках отложены. Вот. Третьи еще по кровотоку путешествуют, например, нам. Так что потом это все хозяйство надо повторять. Лаванда эффективна на второй день после ожога? Ну, в принципе, да, но не особо уже. На второй день уже не эффективно. Есть такая штука, феронол называется. Опять же, вот у феррановцев, ferran.rf сайт. Вот это, да, на второй день после ожога. Во. На второй, третий. Так. Только знания спасут от силовой замены. Да.
Так, мы были у вас на консультации, собираемся еще. Ну, хорошо. Или не очень хорошо. Либо не все вопросы задали, либо что-то новенькое появилось. Да. Приходите, расскажу. Что почем. В свое время, кстати говоря, интересный такой момент. Химикам, биохимикам поставили, значит, задачу, значит, от КГБшников. КГБшники, они же народ-то такой, им надо же информацию получать, да, информацию ведь удобно получать у клиента, когда клиент это самое, вот, но при этом оперативник же должен изображать тоже вместе с клиентом, что он бухает, но при этом оставаться, значит, в ясной памяти. Ну, там, способы, как пить, но не пьянеть, они, значит, были наработаны, разработаны. Но вот способов, как на следующий день, значит, достаточно быстро и эффективно восстанавливаться от похмелья, такого не было. Соответственно, требовалось, значит, разработать какое-то средство для быстрого восстановления, значит, при похмелье. Вот. Ну, медики, соответственно, задались вопросом, а какие нарушения там происходят. А там, значит, в первую очередь голова болит, потому что нарушается солевой состав крови. Вот. Они разработали состав универсальный, так сказать, для восстановления солевого состава, значит, баланса крови. Вот. Выдали, значит, все рекомендации. Потом посмотрели. И оказалось, что этот состав, ими разработанный, там целый институт трудился над этим хозяйством, абсолютно идентичен составу самого простого боржоми. Вот. Вот такие вот вещи иногда происходили. У меня, конечно, не похмелье. Сегодня все-таки даже не утро. Вот. Но газировка вкусная. Так. Что спасает от папиллом? Так, про папиллом мы... Да, вот как раз Николай ссылочку поставил. Про папилломы у меня информация есть. Соответственно, перец от папиллом помогает. Причем внутрь, что характерно. Да. Так, как от кисты на яичнике избавиться без операции? Из пластика пить вредно, но это стекло. Так. Так. Лечить надо просто-напросто. Киста это у нас колония паразитов. Просто-напросто. Надо лечить. Сразу скажу, без феррана не обойтись. Вот. Значит, хотелось бы привести тело в полный порядок. Для этого все курсы необходимо пройти. Вы сказали, что просто так курсы, кроме первых двух не продаю. Да. Ну, все правильно. Потому что не всем требуется, например, курс противопаразитарной терапии. А зачем? Когда есть какие-то ярко выраженные тяжелые заболевания, вот, когда есть генерализованный трихомоноз, например, вот там, да, противопаразитарка, она как бы нужна. Если таких вещей нету, еще нету, да, вот, соответственно, зачем? Достаточно обойтись двумя предыдущими курсами, вот, поправить, восстановить и так далее. То есть просто так я не продаю. У меня не стоит цель там просто сделать денег. Понимаете?
Всегда вопрос целесообразности. Так, вчера посмотрели щитовидку, немного увеличена левая часть, сегодня сдал кровь, вторник буду эндокринологом. Бывает, что щитовидка уменьшается обратно. Да, бывает, когда ее лечат. Бывает, когда ее лечат. Либо она вся обычно увеличивается, если какая-то доля увеличилась, то это говорит о том, что именно там поселилась какая-то зараза и мешается. Вот. Знакомый врач пьет лекарства, только привезенные из Запада. Ради бога, еще раз, врач это вообще не показатель. От слова совсем. Вот сразу говорю, уже в который раз повторяю эту историю. Значит, два знакомых врача. Задаю обоим один и тот же вопрос. Допустим, пневмония с отеком легких и так далее и тому подобное. Что надо делать? Пить воду ведрами или наоборот сушиться? Один говорит пить воду ведрами, другой говорит сушиться, воду пить ни в коем случае нельзя, это отек. Они окончили один и тот же медунивер в один и тот же год. Понимаете? Дают прямо противоположные ответы. Все. О чем тут говорить? Учились оба одинаково. Да, видел я, как они к сессиям готовились. Блин. Да все же студентами были, все так готовились. Что завтра сдаем? Китайский. Ёпр СТ, блин, да? Китайский. За ночь весь китайский, блин, учится. Боржоми, вода, ну да, с минералами, все правильно. Почему близкими к оригиналу? Это и есть природная вода минеральная. Нет производства. А что и там, как закроют? Боржоми, оно как было, так и осталось. Значит, это самое Боржоми. Источники, соответственно, как были, так вода, она там из недр и поступает. Вот. Американцы вбухнули в грузинскую экономику дофига денег, поэтому те там в том числе новую линию поставили по розливу всех этих напитков. Что, собственно. Вот. В Грузии это же самое Боржоми продается, только стоит в 3 раза дешевле, чем у нас. Как и положено, собственно. Вот. В 3-4 раза. Так что нить, все нормально. Так. Ага. Ага. Добрейшего вам и зрителям вечера. Да. Здравствуйте. Земной поклон, благодарность за наводку на 100% шоколад с перцем. Готовы не найти, топим сами из ингредиентов. Отличнейшая вещь. Большое пожалуйста, значит, но дело в том, что он, в общем-то, продается, обычно его находят в магазинах сети Метро. Или как оно? Метро называется, блин. Ну, как-то так вот. Вот там, говорят, продают, в том числе тот самый знаменитый конфеты сало в шоколаде. Угу. Из анекдота, которые тоже есть. Вот. Во всяком случае, значит, ребята из Киева говорили, что у них продается. Вот. Так. Биотическая терапия, например, целесообразно ли пройти после первых 2? Нет, там достаточно корректировки питания. В общем-то. Там достаточно корректировки питания. Биотика, она как раз таки и призвана в это самое восстанавливать после противопаразитарки. Вот. И при этом всем надо понимать, что биотика, она пишется персонально под человека, вот, под его состояние.
Так, еще раз. Еще раз. У нас организм – это самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся система. Вот. Он постоянно борется за свое существование, он постоянно выживает, вынужден выживать, вот, вынужден восстанавливаться постоянно. Вот. И болячки все возникают тогда, когда организм не справляется со своей задачей. Не справляется потому, что слишком злобное, слишком активное давление на него происходит извне. Ну, хозяин, например, питается не так, как надо организму, а так, как, например, позволяет экономическая, социальная ситуация в стране. Вот. То есть хозяину нужно нормальное настоящее сливочное масло, настоящее молоко, настоящая, значит, говядина, а ему вместо этого хозяйства везут, значит, пальмовое масло, та же самая, значит, пальмовое масло, разведенное водой и какой-нибудь химией, вот, и вместо, значит, настоящей говядины ему везут кенгурятину, подсовывают, или жирафятину, вот, что уже не одно и то же. Все. Результат будет какой? Результат будет неправильный. Да? Вот. Но, когда мы устраняем определенные, скажем так, причины, мешающие организму восстанавливаться, то есть на фоне там сниженного иммунитета, на фоне сниженной там энергетики, там заселились те же самые гельминты, например. Да? Там накопились какие-то шлаки, токсины. Вот. И это все теперь активно мешает. Вот мы убираем то, что мешается, и организм начинает сам восстанавливаться. Все. Вот. Понятно, да? Больше там нет ничего такого, в общем-то, собственно. Да, шоколад с красным перцем. Именно с кайенским перцем стопроцентный шоколад и продается, что характерно. Угу, я понял. Я понял. Это вы правильно делаете. Это вы правильно делаете. Так. Если во время паразитарной программы сорвался на сладости, ну, может, дня на 4 за всю программу, надо ее будет продлить. Странно. Че это вы сорвались-то на сладости? Там все очень просто. Если вдруг со страшной силой непреодолимой потянуло на сладости, надо всего-навсего съесть, ну, хотя бы треть чайной ложечки кайенского перца. И тянуть так перестает сразу почему-то. Вот. Так что... Угу. Народ опытом делится, тоже правильно. Вот. Как-то так. Как-то так. Что вам еще рассказать интересного? Что у нас такое, что есть там? Что у нас что-то есть интересного там? По психологии. По психологии, значит, столкнулся с таким высказыванием, типа, а что это, значит, все время вокруг мужика бегать, и что это он, значит, все время такой будет весь прав, у меня тоже есть свое мнение там и так далее и тому подобное. Пришлось немножко объяснять популярно. Вот. Некоторые дамы действительно не понимают. Ну, им же рассказали про то, что у каждого есть свое мнение, да? Вот. Ну и, соответственно, они пытаются настаивать на этом. А здесь надо помнить простую вещь, что пара, вот пара это там не два сапога, да, семья, там два любимых человека,
друг друга любящих, это не когда смотрят друг на дружку, да, а когда смотрят в одну сторону. Это первое. То есть у них единые взгляды. Не надо друг с другом спорить. Второе. Вот представьте, дамы, значит, да, что вы с мужем начинаете строить дом для себя. Вот. Ну, нарисовали вы себе проект, начертили на бумажке, в общем-то, там ничего сложного такого нет. И теперь приступили к реализации всего этого хозяйства уже на непосредственно участке, да? Что надо сделать? Разметку надо сделать. Ну, рисунок соотнесли со сторонами света, где у вас там будет солнце всходить, а где, с какой стороны будет максимально жарить. Вот. Но при этом, значит, смотрите, вот такой вот интересный момент. Обычно спрашивают женщина, ну вот вы строите дом, кухню с какой стороны вам делать? Все сразу говорят, с южной, ну чтобы солнца было больше. Но когда, значит, напоминаешь, что, блин, у тебя плита, у тебя духовка, у тебя там чайник и еще солнце, а не жарковато ли будет летом? Вот. Вот тогда начинают понимать, что да, кухню лучше всего делать с севера. Или там северо-запада, например. Но объяснять вот так вот каждый раз по каждой мелочи достаточно сложно, проблематично. Ну так вот, соотнесли, приступили, значит, строить. Первый колышек воткнули, второй колышек воткнули. Надо теперь, соответственно, значит, вторую стену размечать. Вот. То есть вести шнурку под углом 90 градусов. Муж, значит, смотрит в хитрый глаз, командует жене, куда колышек втыкать. Левее, правее. Жена втыкает туда, куда ей нравится. И так каждый раз. А потому что у нее свое мнение. Вот. Как долго они будут все это размечать с объяснением, блин, вот каждого шага. Муж начинает копать под фундамент, под ленту. Жена, значит, должна возить в тачке грунт вываливать. Ей сказано, вываливай вон туда. Она начинает возить туда, куда ей удобнее, а не туда, куда сказано. А удобнее обычно, значит, строго там, куда надо будет привозить и выгружать стройматериалы. Вот. И так каждый раз. И так по каждой мелочи. Вот. Много настроите. С какими это, блин, затратами-то будет временными, там, по силам и так далее. Настройте как? Любят тех, кто болтает мало, делает быстро и качественно. Вот такие там нужны. Те, которые, значит, ходят, спорят. Ну, бывают, правда, конечно, исключения. Вот. Там такие не нужны, неинтересны. Время затягивают. Так, напомните, где купить каенский перец. Искал на Озоне, но он что-то не слишком острый. Так, каенский перец. Лично я беру компании Санта-Мария. Адрес, значит, магазина, где я беру, указан у меня на сайте. Вот, заказываю там. На шкалу вот эту вот я не смотрю от слова совсем по одной простой причине. Каенский для меня, как бы, и для всех остальных задач, в общем-то, достаточен. И что характерно, его очень удобно регулировать по количеству и объему. Просто-напросто. Все. С остротой я особо не заморачиваюсь. Понятно, да? Вот под те цели, задачи, которые я преследую, этого абсолютно достаточно. Так. Угу.
Да, жил с бабушкой и дедушкой, как восполнить все, как исправить то, что изначально не получалось, стать нормальным мужиком. Идти в мужской коллектив. Идти в мужской коллектив. Строго мужской коллектив, там, где работают взрослые мужики. То есть, как минимум, моего возраста и старше. Надо идти в такой коллектив. И там, соответственно, внимательно относиться ко всем, так сказать, замечаниям. И да, процесс не совсем быстрый. Это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки книжки тоже никто не отменял. Потому что там живые, так сказать, примеры главных героев, они все перед лицом, как они думают, как они рассуждают. То есть тот же самый Джек Лондон, например, пожалуйста, в помощь. Раньше этот вопрос армия решала, а сейчас она этот вопрос не решает. Чем можно восполнить нехватку йода в организме? Йодом. Так. Угу. Так. Вы русский? Ну, вроде да. Что, есть какие-то сомнения? Похож на азиата? Я родился в Советском Союзе. Вырос вообще в Грузии. Тогда это была не отдельная страна, а отдельное государство. Это была одна из республик СССР. Вот. Учился там, в школе, да. Потом, значит, вернулся сюда, да. Потом учился в Омске, учился в Краснодаре. В Омске было много достаточно корейцев, казахов. В Краснодаре была куча, значит, других национальностей, кавказских в том числе. Вот. И я вам так скажу, абсолютно не важно, какой национальности человек. Важно в первую очередь, какой сам по себе человек. Вот. А какой национальности, это дело вообще десятое. Дебилов и уродов хватает в любой национальности. Умных, нормальных, вменяемых точно так же хватает в любой национальности. Понятно, да? Поэтому интересоваться у человека, кто он, русский, не русский, это не совсем правильно. Нам. Хотелось бы попросить написать статью со списком писателей книг. Еще раз, у меня же видео есть на эту тему, то есть уже все записано. Вот. И потом, по большому счету сейчас это сделать достаточно просто. Каким образом? Приходите в библиотеку, вот, и говорите библиотекарше: мне нужна классика литературы во всех жанрах. Научная фантастика, то есть то, что было классикой литературы еще при советской власти. До 90-го года. Вам там такой список книг, писателей, наименований подберут и будут только рады, честно говоря. Как вы относитесь к войне на Донбассе? Отрицательно. Отрицательно. Вот. Это не есть хорошо.
Есть желание схлопотать себе пулю на фронте? Уважаемый, вы это с какой целью интересуетесь сейчас? Очень почему-то напоминает угрозу. Тупую, детскую угрозу. Если что, перед дулом автомата я стоял. Перед дулом пистолета я был. Перед ножичком тоже. Так. Да. Почему-то молодняк сейчас, ну да, они в принципе выросшие без отцов, они не знают, что такое накопленный опыт предыдущих поколений. Поэтому они всегда считают, что все окружающие точно так же, как они, ни хрена не знают, ничего не умеют, ничего не прошли. Начинают гордиться хрен знает чем. Вот я там был. Ради бога. А я был там, на границе Чечни и Ингушетии, когда там все только начиналось. Дальше что? Дальше что? Да. Да. Вот веселые 90-е, значит, достаточно много оружия ходило по стране. Вот, нелегального, естественно, короткостволов. Знаете, ребятки, какое самое распространенное, самая распространенная травма была, связанная с оружием? Вот. Было достаточно много разных, так сказать, гопников, которые, значит, обзаводились стволами. Вот. Тогда это было несложно сделать. Так вот, самое распространенное это был самострел. Причем чаще всего сами себе яйца отстреливали. Ну, потому что носить в кобуре на поясе, это ж на виду, правильно? Носить в кобуре, значит, там в подмышке, значит, это ж фактически на виду. Вот, поэтому обычно носили, как положено, значит, как в фильмах показывают, заткнут за ремень штанов спереди, например. Но, блин, понты, вот. Мозгов мало, сил обычно тоже мало. А пистолет взвести усилия же требуется. Там вообще, значит, несколько действий. Это надо пистолетик достать, с предохранителя снять, потом, значит, взвести. Все это хозяйство, загнать патрон в патронник, прицелиться, выстрелить. Вот. А после этого, значит, если взвел, не все же знают, что с этим хозяйством делать так. Не все же знают, что, например, у ПМа можно было, там, придерживая ударник, вот, нажать спусковой крючок и спокойненько ударник отпустить. И все. Потом поставить на предохранитель. Нет. Некоторые после того, как взвели, засовывали обратно, а потом, значит, доставая там из-за пояса или из-за кармана, дергали спусковой крючок, отстреливали себе все это хозяйство, значит, или ногу простреливали, ну, чаще всего яйца. Вот, там, потому что у пистолета, кроме того, что пуля летит, там же еще газовая струя, которая сама по себе тоже нехилая такая. Вот.
Насмотрелся на идиотов. Во, блин. Да. Старшие не хотят с молодыми общаться по одной простой причине. Гонору до хрена. Гонору и понтов. Знаете, Коль, забань этого ушастого, блин. К чертовой матери, раздражает. Значит, как это? Байкеры, значит, площадка. С одной стороны, там спортбайки, там все время вот там дым из-под колес, рисуют, значит, смайлики на асфальте колесами. С другой стороны стоят, значит, такие мужики солидные, с бородами, с усами, вот, с пивными животами. Рядом спокойненько стоят, значит, чоперы, там, харлеи, ну, такие дорожные классические мотоциклы. Вот. Идут от компании, значит, со спортивной техникой, подходит молодой человек к мужикам. А что, говорит, вы с нами не здороваетесь, вообще не знакомитесь, вообще ведете себя как-то так вот, сверху вниз. Ему в ответ, а что с вами здороваться-то, знакомиться? Вы каждый год новые. Понимаете? Вот. Непостоянство, отсутствие мозгов. Зачем себя тратить на это? Да, чтобы с тобой общались серьезные люди, надо заслужить их внимание. Все правильно? А как иначе-то? Почему у детей бывает лунатизм? У меня сын иногда ходил по ночам и разговаривал. Сейчас к 12 годам прошло. Честно говоря, даже не знаю. Значит, на самом деле, на сегодняшний день нет однозначного ответа, почему это происходит. Я подозреваю, что это все идет из-за, скажем так, большого количества информации, да, идет перегрузка сенсорной системы восприятия. И когда происходит, во сне же происходит перекачка из оперативной памяти в долговременную, с кратковременной в долговременную информации, там сортировка идет, перекачка туда. Вот. Все. Некоторые моменты организм начинает воспринимать как команду к действию просто-напросто. Вот. Это примерно как можно описать, как непроизвольные движения у младенцев, например, да, когда организм сам по себе, а здесь уже вроде как координация-то присутствует, действия организма скоординированы, но контроля нормального нет. То есть практически так же, как у пьяных, когда контроль у них отсутствует, вот они там на автопилоте идет. Вот. Примерно все то же самое. Так, еще раз. Так. Маша, повторите вопрос. Наверное, я его пропустил. Вроде стараюсь на вопросы отвечать.
Так, примерное меню на мой день. Да нет, примерного меню. Еще раз. Да, это некоторая беда, значит, что в магазин надо идти голодным, чтобы там на месте определять, чего, собственно, хочется-то, да, потому что в магазин надо ходить сытым, чтобы тратить поменьше. Вот. А так, соответственно, приходишь, смотришь, да, чего хочется. Вот исходя из этого покупаешь соответствующие продукты, а дома уже, в общем-то, под это все хозяйство и готовишь. Ну давайте сегодня возьмем, да, с утречка, например. На сковородочку капнул оливкового масла, значит, порезал поперек помидорку, положил ее туда жариться, вот. Потом, значит, колбасу взял хорошую, которая из мяса, вот. Туда же несколько кружочков, вот. Сверху все это хозяйство залил 3 яйцами, вот, яичница, в общем-то. К этому делу был сок апельсиновый, да, и булочка, как-то так. Потом, ближе к вечеру там, это уже было фактически после обеда, у меня свое расписание. Супчик на говядине, да, вот. Вечером, ну, на вечер у меня фрукты на сегодня. Иногда сыр, иногда мясо. То есть нет такого, может быть мясо жареное там с чем-нибудь. Могу весь день голодный проходить. Ну, потому что есть просто не хочется. Запасы, понимаете ли, на зиму есть. Вот. Так. Ага. Как-то так. Еще раз, есть надо то, что хочется. Понимаете? В первую очередь. И это на самом деле не столь затратно, как кажется. В общем-то. Хотя да, если сидеть на одних макаронах, это получается достаточно дешево. Вот. Но макароны лучше всего, опять же, готовить самостоятельно. Вы хотя бы будете знать, что именно вы едите. Вот. Так, от частого и мясного могут возникнуть камни в почках или это от малого количества воды? Значит, камни в почках и от малого количества воды, и от, идет перекос либо в сторону закисления, либо в сторону защелачивания. А это зависит уже не от мясного, это зависит в первую очередь от состава кишечной микрофлоры. Вот в чем дело. Если, например, у вас из-за гельминтоза сдвинуто все это хозяйство в сторону дрожжей, то есть дрожжей слишком много, они изначально так-то присутствуют в кишечнике, они должны быть, да, вот. Но когда их слишком много получается, тогда они производят слишком много спирта. Соответственно, спирт у нас потребляют уксусно-кислые бактерии, их тоже становится слишком много, они перерабатывают спирт в уксус. В результате, да, получите закисление и камушки. Вот. А так слишком много мясного нет, не приводит. Так. Напиток такой, как цикорий, можно пить, есть польза или нет? Там лучше всего корень цикория свежий, вот.
и его сок смешивать с морковным соком, например, вот тогда там реальная польза. А так он уже жареный весь. Считайте, обгорелый. Мало того, он же идет очень мелкого помола. Вот что я заметил, значит, вызывает, очень много на себя воды оттягивает. Мгновенно вызывает обезвоживание. Эта фигня. Вот так вот. Если на то пошло, лучше его заготавливать самостоятельно, то есть копаете этот цикорий, вот, моете корень, чистите, рубите пятаками, все это дело обжариваете на сковородке, подвялите сначала, потом обжарить на сковородке, вот. И вот это вот, соответственно, заваривать. Вот тогда что-то как-то более-менее получается. Ну, блин, хлопотное это дело, пробовал я. Когда делать нехрен, тогда да, еще пойдет. Так. Деньги зарабатывать, учиться сложно. Курсы купил, но препараты, рецепты не набрал. Есть такая проблема. Не спорю. Не спорю. Так, спросила ваше звание. Если бы не ушел в свое время, был бы сейчас министром, генералом. А так, что толку от того, какое у меня было звание тогда? Вот. Считайте, что я поручик. Да. Считайте, что я поручик. Друзья когда-то так и говорили. Скрестили Карлсона, Винни-Пуха и поручика Ржевского. Получился Вася. Да. Где-то они были очень близки к истине. Так, где-то желчно вырезали совсем. Как для него поменяется восстановление организма? Ну, как? Теперь ему особо жирненького не поесть. Питание надо корректировать. Питание теперь дробное у него там. Да. Сможет нормально отрегулировать вот этот момент. Ну, значит, будет более-менее. Но, опять же, где-то после 45 лет речь об восстановлении организма особо уже не идет. Там уже все так вот уходит вниз. Это надо понимать, реально осознавать. Так. Соки ведь сахара много. Где сахара много? Ну, даже смотря какими литрами пить, смотря какими объемами. Вот. Так, у новорожденных микрофлора уникальная. Способов восстановления нет совсем, даже голодание. Нет, почему? Способы восстановления есть. Почему нет? Та же самая курунга, пожалуйста. У новорожденных микрофлора полная. Просто там абсолютно полный список. Потом вопрос отдельный, что там именно приживается из этого списка. Приживается обычно где-то максимум треть из того списка, что у человека может быть. Вот. Все. Но постоянно происходит пополнение, изменение и так далее. В зависимости от изменения рациона питания, там, изменения местности, времени года и так далее. Вот вся та микрофлора, которая содержится в плодородной почве, да, это практически весь тот список, который содержится в кишечнике. Плюс в почве содержится, как она, светосинтезирующая бактерия. Вот.
фотосинтезирующая бактерия. Она на свет реагирует. Вот. Да. В кишечнике она не выживает, потому что там что-то со светом сложно, да, лампочек не завезли. Вот. Так что восстановить-то можно, сейчас не вопрос. Молотый цикорий фасованный не имеет никакого отношения к цикорию натуральному. Ну как не имеет? Из него, собственно, и делается. Так, чем гасить повышенную кислотность натуральными средствами? Боржоми, например. Сало, например. Салом очень хорошо. Так, Ирина Новикова. Сломала ногу, открытый перелом обеих костей со смещением. Стоит аппарат Елизарова. У меня сколько? 6 видео уже на тему переломов. 6 видео. Уже объяснил подробнее некуда. Вот. Поищите на канале, посмотрите. То есть и ускоряем сращивание несрастающихся костей, что надо, и почему кости ломаются там, и так далее, и тому подобное. Вот это вот все посмотрите, там вся информация полная есть. Так, как отучиться от ночного жора? Ну, просто надо вечером есть то, что надо организму. Не то, что у вас приготовлено на ужин, да, а то, что организму требуется. Вот. Жор наступает потому, что у вас, ну да, вы что-то в желудок положили, но это не то, что хочется. В этом может быть там есть чего-то немножко, но очень мало, а организму надо много. Вот. Поэтому держите всегда в холодильнике сыр нормальный, вот, кусок мяса жареного или тушеного, или запеченного. Вот. Если и это не помогает, ну тогда перца. Так. Так, Байкал М1. Угу. М1, там буква Э еще есть. Значит, дозировка, да хотя бы по глотку, по паре глотков. Главное сладким не закусывать. Главное сладким не закусывать. А то там дрожжи присутствуют. Соответственно, либо крышку сорвет, либо дно вышибет. Вот. А так, по одному, по два глоточка небольших между приемами пищи нормально. Угу. Вот, как-то так. Что у нас по времени? Ага, 1:40. Нормально. Нормально. 100 минут. 100 минут. Что у нас, господа, с погодом-то творится? В Москве уже официально синоптики признали, зимы не было. Это они погорячились. Это они погорячились. Потому что сейчас можно направить запрос в прокуратуру на этом основании и спросить, а где, собственно, куда делись деньги, выделенные на борьбу со стихией, так сказать. Зимы-то ведь не было. То есть зимний период можно вырезать, да? А деньги куда делись? Да. Ванну с маклеей. Ну, в принципе, можно. Можно. А зачем? Можно просто обтереться. Немножко отвара и после душа намазаться этим всем хозяйством. Зима всегда свое возьмет. Нет, ребятки, еще раз.
Поймите одну такую простую вещь, значит, что у нас существуют определенные циклы. Астрономия же все-таки. Земля это шарик такой, да? Не совсем шарик, это геоид называется форма. Крутится сам по себе раз, крутится вокруг Солнца два, вместе с Солнцем, значит, крутится по спирали в галактике 3, и вместе со всей этой хренотенью еще куда-то летит 4. Вот. Плоскостей вращения на самом деле дофигища. Дофигища. Эффект Дженебекова все видели? Ну, если кто не видел, да, посмотрите в Ютубе. Вот, с крутилкой там он ее тынц, она, значит, крутится, потом переворачивается так, эдак, и крутится, и постоянно переворачивается. Вот. Здесь у нас происходит все то же самое, фактически. Все-таки в конце 18-го, начале 19 века у нас произошло климатическое изменение, которое привело к тому, что на территории России современной начало холодать. И на пике мы получили ту зиму, которую мы знали, о которой слышали, да, и которую многие еще и сами пережили. А сейчас идет обратный процесс естественным образом. Вот. Просто-напросто. Сейчас просто-напросто теплеет. Все. Вот. Все дела, по большому счету. Одна сплошная астрономия. Ничего больше нет. Мало того, солнечная активность у нас увеличилась. Так что при этом всем, соответственно, чем севернее, тем сильнее вот этот вот контраст. Понимаете? Вон у Николая в Якутии должны быть сейчас морозы там за 30, значит, под 40 градусов. У него сейчас минус 10, минус 9. Вот, сосульки вовсю висят. Да, красотиша полная. У нас, соответственно, должны были быть сейчас еще морозы минус 15, минус 20 здесь. На самом деле у меня сегодня дождь шел за окном, который день плюсовая температура. Ну, сейчас похолодало, да, минус 1. Все подмерзло. А так все течет и тает по полной программе. Конец февраля. Вот. Собственно. Но при этом всем, вот в южных краях разница не столь значительна. Понимаете? То есть, если на севере теплее на градусов 25 практически в среднем, у нас разница, соответственно, примерно градусов на 15, то на югах, например, там разница значительно меньше. Вот, в Батуми, как и положено, у них снег выпадал, правда, не в январе, а в феврале почему-то. Ну ладно. Минус 6 было. Вон, в Баку тепло, плюс 8. Надо ехать, греться. Да. Угу. Собственно. Так. Да. Как вы относитесь к гаджетам, чем пользуетесь? Так, еще раз. Я как его, гик. Вот, я люблю все новое. Меня еще в школе учили пользоваться компьютером, программировать на бейсике. Вот. Я еще знаю, я настолько древний, что я знаю, что такое программируемый калькулятор. Нас учили, значит, в школе и на них программировать. Вот. И на уроках физики мы их использовали, эти программируемые калькуляторы. Вот. Поэтому, что такое компьютерная техника, в общем-то, я знаю давным-давно. Вот. Когда еще мне было там 20 с копейками, я себе купил записную книжку электронную. Она была чуть толще кредитной карточки пластиковой. Чуть-чуть потолще.
с экранчиком жидкокристаллическим, там сенсорные, псевдосенсорные кнопочки были, да, вот, собственно. Так что с гаджетами у меня все нормально, у меня все в порядке. И планшет, и смартфон, вот. Единственное, что за всю мою жизнь у меня не было ни разу компьютера. У меня только ноутбуки все время были. Вот. Собственно, все. Так что все нормально. Когда активно катался на велосипеде, у меня там трип-компьютер, соответственно, стоял. Да. И так далее. Так что это, опять же, почему-то молодежь сейчас думает, что все эти гаджеты появились сейчас. А вот до их рождения этого всего хозяйства нифига не было. Да ни хрена подобного. В магазинах лежали, сейчас скажу, записные книжки там с емкостью памяти, как сейчас помню, 16, да, килобайт, 32 килобайта, 64 килобайта, ну это, блин, было во. Самое крутое, 28 килобайт, и она стоила сумасшедших денег. Электронная записная книжка, да. Вот. А учитывая, что я вырос на книжках научной фантастики, где все эти коммуникаторы главными героями, значит, используются просто на раз, то морально ко всему этому хозяйству был готов вообще с детства. Вот. Радиотелефон я видел еще в детстве, опять же, то есть телефон в машине. Но это был не сотовый, а радиотелефон. Так что с этой точки зрения все нормально. Да, эти все вещи появились достаточно давно, чтобы я к ним относился вполне так себе. Так, то есть, вот и смотрите, первый навык, да, который надо приобрести молодым. Надо понять, что жизнь была и до них. Раз. Что старшее поколение, оно старшее не только по возрасту, но и по имеющемуся опыту. Два. Надо развивать эрудицию, надо изучать, что было. Вот. Если вы возьмете сейчас подборку такого детского журнала, как «Юный техник», начнете смотреть, вы, наверное, очень сильно удивитесь тем вещам, которые там описаны. Дети придумывали в советский период. Сейчас до сих пор некоторые вещи фантастикой кажутся. Вот. Соответственно, эрудиция, она всегда подтягивает за собой еще и интеллект. А интеллект, каким бы мощным он ни был, без эрудиции, это всегда, знаете, как сказать, внедорожник в грязи, но на лысой, абсолютно лысой резине. Жужжит, что-то там крутится, но никуда не едет. Понимаете? Вот интеллект без эрудиции, он точно так же всегда пробуксовывает. Эрудированность, она всегда тащит интеллект за собой, потому что это как минимум всегда перед глазами чужой опыт. Вот. Вот это вот надо развивать в первую очередь. Надо читать много. Тогда мозги потянутся. Поначалу сложно, да. Потом втягиваешься, привыкаешь. Хорошо становится. То есть самый основной навык это думать. Когда ты в состоянии думать, тогда ты в состоянии придумать все, что угодно. Понять, просчитать и так далее. Мозги сдохнуть никогда не дадут. Так, знакомых девочка 17 лет с дуру стала голодать, чтобы сделать инстаграмную фигуру. Извиняюсь. Так, в итоге боли в животе, гастрит, намек на язву. Жрать ей надо нормально. Жрать ей надо нормально. Да. Чеснок, клюква, брюква, это, конечно, хорошо, но ей надо есть в первую очередь. Вот, полноценно. Ну, блин, ну не в 17 лет о фигуре-то заботиться. Не в 17. Ай, блин. Так, про правку Атланта я уже рассказывал много раз. Смотрите предыдущие стримы. Вот.
Гастрит, язва – это перец. Всегда. Слышите, Василий Владимирович? Гастрит и язва – это всегда красный жгучий перец. Чеснок, вот, клюква, она и так кислая. Вот перец, да. Так. Обучение физики в химии. Школьный курс для начала. Физика и химия – это со школьного курса. Еще раз, книжки. Книжки читать. Так. Да. Так. Да, как-то так. Как-то так. Русское правило. Значит, еще раз рассказываю про это русское правило. Есть такой писатель-фантаст, который пишет в жанре фэнтези. То есть, именно жанр фэнтези. Лес, гоблины, там всякие эльфы и так далее. Это вот фэнтези. Даже не фантастика, а фэнтези. И вот этот вот товарищ начал писать на славянские мотивы фэнтези. Якобы было. И вот этот товарищ, блин, ненормальный, он в одной из книжек придумал вот это якобы правило. Фактически он повторил дыбу. Сколько людей на сегодняшний день угробило, блин, себе суставы, позвоночник, блин, на этой хренотени, я не знаю. Но этого придурка, блин, мало кастрировать. За то, что он вот это вот хозяйство сделал. Значит, ладно, один придурок придумал, он писатель, он так видит, фиг с ним. Но те, кто на этом делает бабки активно, и что-то там рассказывает, что раньше так правили, да ну. Где правили? Кто правил? Поподробнее, в документах. Понимаете? Чистый маркетинг идут. Одни, блин, делают бабки, значит, на этой теме, а другие, блин, мозгов не имеют, ведутся на это все хозяйство. Вот петля Глиссона, да, там еще какой-то момент есть, да, вытяжка аккуратно, но там самое основное завести петлю так, чтобы не пережать сонной артерии. Вот. Поэтому эту петлю рекомендуется использовать исключительно в стационаре под присмотром врача. Понятно, да? У нас это хозяйство, опять же, пошло, блин, в народные массы. Пошла серия а-ля самоубийств. А чё? Человек же не замечает, как он сам себе пережал, он просто уснул, все. Человек не замечает, когда ему перестает хватать кислорода. Вот в чем дело. Ну, вырубается мгновенно. Так. Осознанные сновидения, да, интересовался, но далеко не пошел. Мне другого хватало. Кто такой Бубновский, не знаю.
Да-да-да, есть такое окно виртуальное, это такая штука, да, подмена ценностей. Ну, как относиться к подмене ценностей? Конечно, отрицательно. Естественно, отрицательно. Позвоночником заниматься, осанку восстановить. Да так и восстановить. Что характерно, в армии обычно это дело прививали вообще четко. Блин, постойте смирно, постоять, так куда оно нафиг девается? Мышцы спины, они тренируются, знаете ли. Вот и осанка. Вот. Вот и осанка. Это все можно тренировать. Так, что вам еще рассказать интересного? Блин, масленица закончилась, да? А я даже блинов не напек. Так. Как относитесь к нынешнему правительству и СМИ, а также к зомбоящику? Зомбоящика у меня нет, для начала. Вот. А выразить свое отношение к правительству искренне я не могу по причине принятого закона об оскорблении власти, об оскорблении величеств. Вот. Понятно, да? Собственно. Но я считаю, что им показана процедура, примерно как раз таки та самая, которая вот называется русское правило. Всем. Вот. И как там это, петля, да, петля, значит, вот этого вот товарища, вот петля им показана особенно. Я думаю, им всем надо править Атлант вот этой вот петлей, да. Так, добрый вечер, да. С возрастом механизм пищеварения не меняется, механизм. А вот ферментативная система меняется. Понимаете? Механизм нет. Зубы пережевывают, желудок окисляет, расщепляет белки. Да, в 12-перстной идет расщепление углеводов, соответственно, потом идет всасывание и так далее. Механизм, конечно, простой. А вот ферментативная система, она меняется. У детей она одна, рассчитана на одно. У молодых растущих организмов уже другая, в зрелом возрасте третья. Вот. А после 45 однозначно уже четвертая. Гормоналка же меняется, вслед за ней ферментативка меняется. А куда деваться? Вот. И, соответственно, смотреть надо молоко-то. Во-первых, какое молоко, а во-вторых, если лично вам оно идет, да ради бога.
но большинство оно перестает идти. Вот. Опять же, парное молоко это хорошо, это всегда хорошо. А то молоко, которое сейчас, это да. Мгм. Как масленица не начинала? Не начиналась, что ли? Что-то у нас на площади все орали. Кто-то мне сказал, что масленичная неделя началась. А сегодня сказали, кончилась. Да. Мгм. Понимаете, вот белок это белок. Белок он разный. Белок это у нас что? Полимер фактически. Вот давайте так. Белок это у нас полимер. Полимеры бывают разные, да? Легко разлагаемые. Например, тот же самый полиэтилен берете, пленку полиэтиленовую, вот, парник из нее сделали, вроде что с ней сделается-то, да? Годик проходит, она ломаться начинает. Через 2 года однозначно начинает вся ломаться, крошиться, вот, в труху превращаться. Вроде полимер. Вот белки точно так же. Казеин это достаточно крепкий такой мощный полимер, долгоиграющий. Поэтому на его основе клей делается казеиновый, например. Вот, соответственно, расщепляется он сложно. Понятно, да? Вот. У нас аминокислоты так-то используются в организме, а белки, они всегда должны быть расщеплены до аминокислот. Вот. И, соответственно, не все белки нормально расщепляются. Вот и все. Точно так же, например, белок говядины расщепляется сложнее, чем белок мяса свинины, к примеру. Вот. Белок мяса курицы расщепляется достаточно легко, но там используются те аминокислоты, которые нашему организму практически нафиг не нужны. Поэтому вроде как расщепляется легко мясо диетическое, но усваивается там достаточно мало, поэтому курятиной человек наедается плохо. Вот. Как-то так. Поэтому у нас щи, например, с говядиной идут. Мясо, капустка, чуть-чуть картошечки. Человек наелся. Замечательно. Вот. Но а курятину, значит, там что у нас? Раз курятина варится, соответственно, туда надо картошки, макаронов. Ну, чтобы наесться-то. Понимаете, да? Пищевая ценность-то значительно ниже. С этой точки зрения надо смотреть еще. Так. Чертополох, расторопша. Вот расторопша это тот самый чертополох пятнистый. Понимаете? Расторопша это у нас чертополох пятнистый. Да. Соответственно, чертополох не пятнистый. Он хуже, чем просто расторопша. Все. Есть растение лекарственное, есть растение, значит, похожее, но не лекарственное. Вот. Есть у нас щавель, который в огороде растет и в супчик кладется. А есть конский щавель, который, ну, вроде тоже щавель, но уже не то. Понимаете? Так. Если болит спина в районе лопаток, в чем проблема? Не знаю, в чем проблема. Надо смотреть. Делать МРТ или идти к костоправу. Вот.
хорошему, качественному, чтобы он посмотрел. Может, там защемление где, может, осанка неправильная. Да. Воскресенье, 1 марта, да. Масленица, значит, ага. Что-то на площади сегодня у нас тут верещали. Смотрим, что завтра будет. Знакомого ребенка из роддома отправили в больницу, сейчас на антибиотиках. Знаете, все что угодно может быть. Вот мне отсюда точно не видно. Медики косячили или мамка, значит, такая. Ай, кирпичики и аминокислоты одинаковые. Аминокислоты это аминокислоты. Каждый булыжничек там для своей цели. Да. Расскажите о своих любимых кулинарных блюдах. Готовите ли вы сами на кухне постоянно или от случая к случаю? Скорее готовлю часто, чем от случая к случаю, потому что я люблю вкусно поесть. Да нет у меня таких особо любимых каких-то блюд. Потому что, как сказать, учитывая, что эти вещи, они все, так сказать, в моих руках, то все любимые блюда, они готовились до того момента, пока не переставали быть любимыми. Вот. Раньше всегда как? Новый год это пельмени, мандарины, апельсины. Вот. Последнее время эти пельмени вон в любом магазине продаются, правда, никакого качества, но когда готовишь самостоятельно, да, это совершенно по-другому. Вот. Дошло до того, что на приготовление теста у меня уходило 15 минут. Причем вручную замешать на 4 человек. Вот. А что там? Пум, тесто замешал за 15 минут. Все лежит, вылеживается. За это время мясо на фарш пропустил. Вот. Фаршик сделал. Тесту надо хотя бы минут 40 там отлежаться спокойно. После этого все. Начинается лепка, включается какой-нибудь интересный фильм. Привлекается все семейство. Вот. Все начинают лепить. Да. Как-то так. Но опять же, если это часто, то это становится уже не столь интересно. Например. Скипидарные ванны как средство прочищения сосудов и капилляров. Каким местом? Капилляры внутри, сосуды внутри, скипидарные ванны снаружи. Скипидар, с одной стороны, угнетает у нас дыхательную систему. Вот, с другой стороны, все-таки, на удивление, значит, помогает от немножко там от астмы. А теперь, оказывается, он еще и сосуды чистит. Да, маркетинг не стоит на месте. Все время придумывает что-то новенькое. Так, помоклей, когда после нее Байкалом мазаться? Байкалом мазаться только в том случае, если от вас воняет нехорошо. Вот. Это говорит о том, что у вас микрофлора неправильная на коже. Так. Ну, собственно, когда маклея высохла, тогда и Байкалом мазаться можно. Так. Угу. Юля, пожалуйста. Так, как к кинезиологии относитесь? Это у нас кто? Что-то я запамятовал.
Никак не отношусь. Не применяю, не использую, поэтому никак не отношусь. С результатами не сталкивался, поэтому сложно что-то как-то чего-то. Так. Добрый вечер, Василий. Огромное спасибо за ваш совет на стриме. В сентябре бедренная кость срослась. Прошло 11 месяцев после операции. Последние 6 месяцев ел молотый кунжут. В октябре пропил йодонормин. Ну, все правильно. Все правильно. Большое пожалуйста. Так. В облу с костями есть смысл в костях. Так молоть же надо. Кости тогда получаются молотые, без проблем. Как смысл в костях? А смысл-то в вобле, если кости не грызть. Все же в видео объяснено. Что ж вы так? Так, стоит ли жениться после 20? Даже после 60 есть смысл жениться. Да, с широкой масленицей поздравляю. Спасибо. Так, брекеты вообще поправить зубы нормальное желание? Ну почему нет-то? Можно. Чего нет-то, собственно? Так, и что зависит музыкальный вкус? Уже рассказывал. Как сказать? Вот смотрите. Есть такая штука, как логика, да? Вот если, значит, логику расписать формулами, у нас получится математика. Вот. Если мы пойдем дальше, если мы логику озвучим, у нас получится музыка. Если мы логику попробуем нарисовать, у нас получится... да что ж ты ёкарный бывает. Так, стрим поразвязывать. Как оно, изобразительное искусство-то? Да. Вот. Понимаете, это все проявление гармонии. Это все проявление гармонии. Вот. Да, описанная гармония – это у нас логика и математика. Озвученная гармония – это у нас музыка. Вот. И, соответственно, от восприятия гармонии зависит художественный вкус. Но, опять же, вкус бывает извращенным. Это медицинский термин. Когда людям хочется поесть земли, когда люди начинают грызть несъедобные предметы. И это тоже описано в медицине. Вот. Как гельминтоз. Последствия гельминтоза, например. Одно из последствий. Собственно, все. Все очень просто. Какой сахар добавлять детям в кашу? Вообще ни в коем случае. Ну, у вас чего, сухофрукты перевелись? Если на то пошло. Кстати говоря. Никакой сахар не надо добавлять детям. Никакой. Совсем. Вообще. На сладкого надо отучать, да. Еще раз запомните. Это дурак какой-то сказал, что мозгу нужен сахар. Мозг питается исключительно глюкозой. Исключительно глюкозой.
До глюкозы у нас расщепляются все углеводы. Даже если ваши дети не будут есть мучного, а они будут есть только тюлень и жир, они будут получать углеводы. Расщеплять их до глюкозы. Вот в чем дело. Поэтому не надо детей кормить сладким-то. Нехорошо, это неправильно. Так, метронидозолом лучше детей вообще не кормить. Даже в составе зубной пасты. Новые зубы. Блин, на каждом стриме ведь спрашивают, а? Можно ли вырастить новые зубы? Теоретически да. Теоретически можно все. Это не маркетинг, это наконец-то, блин, меня услышали. Это я начал рассказывать. Сначала Сергей Петрович Куренков начал рассказывать о том, что если добавлять в зубную пасту или, ну, сделанную самостоятельно дома, метронидозол, в таком случае, значит, зубы будут лучше, крепче. Вот. Потом я, соответственно, начал рассказывать, и теперь уже реально добавляют, да. Видите как. Значит, какую-то пользу обществу приношу, в конце концов. Вот. Но детям-то это не надо. Детям-то это не надо однозначно. Как убрать камни в желчном пузыре? Очень просто. Обращайтесь ко мне на консультацию, я вам рассказываю, как убираются камни в желчном пузыре. Вот. Да. Нет, конечно, процесс не быстрый, но тем не менее можно. Вот. Так, как-то так. Что у нас там уже? Сикока 2 часа 18 минут. Так, наверное, будем закругляться. Вот. Закругляться. Ну что ж, господа, всем спасибо, что пришли. Да, хорошо посидели, как всегда. Складывается эдакий круг. Вот. Жаль, что живем в разных городах. Салям Магомедов, в смысле, как с детьми, с их зубами? Сладкого меньше. У меня есть видео по восстановлению зубной эмали. Вот. Либо костные бульоны много, либо парное молоко тоже много. Вот. Что там содержится достаточно большое количество не просто кальция, а, как сказать, именно соединений кальция. Вот. Опять же, как всегда, поменьше сладкого там и так далее. Да, поменьше кислот. После фруктов зубы надо чистить, но если нет возможности, то рот полоскать обязательно, потому что фруктовые кислоты достаточно сильно разъедают эмаль. Вот. Это надо иметь в виду. Кстати, один из товарищей предлагал очень интересный вариант делать кунжутное молоко. Вот, то есть молоть кунжут, потом, соответственно, добавлять воды, взбивать, получать кунжутное молоко и вот этим хозяйством полоскать рот. Длительное время, потом, соответственно, там проглатывать и так далее. Вполне вероятно, что есть в этом хозяйстве тоже смысл. Вот. Как-то так.
Как-то так. Да, всех... Так, длинные волосы у мужчин это нормально? Да нормально, в принципе, чего нет-то, собственно. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Но я еще со времен службы предпочитаю короткую стрижку. Вот. Раннее посидение нет, брать не получится. Это генетически. Все, ребятки, спасибо всем еще раз. Да, фактически А что тут осталось-то буквально? У меня осталось буквально 1,5 часа до 1 марта. Вот, до наступления весны. Всех с весной. Да, всем цвести. Особенно нашим любимым дамам. Вот, цвести, расцветать и радовать нас. Всем пока.